Всем привет! Сегодня покажу праздничное меню из 10 блюд, которые отлично подходят на день рождения или любой другой праздник. Все рецепты красивые, вкусные и готовятся из простых продуктов. Начнем с приготовления торта Килиманджаро. Это десерт, который сразу привлекает внимание своей необычной формы и выразительной подачей. За ярким внешним видом скрывается нежная воздушная текстура и гармоничный вкус. 6 яиц разделяем на желток и белок. При разделении на белки и желтки яйца взбиваются в 3 раза быстрее, чем взбивать все вместе. В белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. Постепенно насыпаем 210 грамм сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. Когда белки взбились, добавляем в них желтки по одному. Взбиваем еще 2 минуты. В миску насыпаем 160 грамм муки, 35 грамм какао и 10 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем. Все пересыпаем в сито. Просеиваем в тесто в 2-3 подхода. Тесто перемешиваем венчиком на самых низких оборотах миксера и недолго. Можно перемешивать тесто аккуратно лопаткой. В конце берем 60 грамм растопленного до жидкого состояния, но не горячего сливочного масла. Добавляем в него ложку теста и перемешиваем. Приготовленную смесь добавляем в миску с основным тестом. Все опять перемешиваем на низких оборотах и недолго. В конце теста можно домешать лопаткой. Готовое тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно. Диаметр моей формы 24 см. Тесто равномерно распределяем по форме. Немного прокручиваем форму с тестом, чтобы бисквит получился более ровным. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 40-45 минут. Испеченному бисквиту даем полностью остыть в форме. Желательно бисквит оставить на ночь, тогда его будет легче разрезать и он будет меньше крошиться. Отлежавшийся бисквит достаем из формы и разрезаем на 3 примерно одинаковых коржа. У меня высота коржей получилась около 1 см. Неровный верх у бисквита срезаем, он нам не понадобится. Нижний корж оставляем без изменений. У одного из коржей вырезаем круг. Я положила тарелку и вырезала круг диаметром 19 см. Напомню, что торт я выпекала в форме диаметром 24 см. И третий, самый красивый корж разрезаем на 12 одинаковых частей. Для этого корж делим сначала на четвертинки, а затем каждую четвертинку режем еще на 3 части. Теперь приготовим крем. Для торта нам понадобится 1 банка консервированных персиков. Сироп с персиков не выливаем, он понадобится позже, а персики нарезаем небольшими кусочками. В мисочку насыпаем 15 грамм желатина, я использую быстрорастворимый желатин, и наливаем 150 мл сока от персиков. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. В чистую и сухую миску наливаем 400 мл сливок жирностью 33%. Сливки обязательно должны быть очень холодными. Начинаем взбивать их на низких оборотах миксера. Когда сливки начнут насыщаться воздухом, добавляем к ним постепенно 100 грамм сахарной пудры. И сюда же насыпаем 10 грамм ванильного сахара. Сливки взбиваем до появления следов от венчиков, которые не растекаются. Как только сливки взбились, сразу же прекращайте их взбивать. Желатин уже набух. Разогреваем его в микроволновке по 10-15 секунд в 3-4 подхода. Желатин должен нагреться примерно до 50-60 градусов. Берем 350 мл сметаны и ложку сметаны добавляем в растопленный желатин. Все перемешиваем. Теперь эту массу выливаем в остальную сметану и перемешиваем. Таким образом мы примерно выровняем температуру сметаны, желатина и сливок. Сметану желательно выставить из холодильника за 15-20 минут, чтобы она немного согрелась.
Сметану с желатином постепенно вливаем во взбитые сливки. Все перемешиваем до однородной массы. Примерно половину нарезанных персиков кладем в крем. Все перемешиваем. Сразу же собираем торт. Кладем первый корж. На него укладываем вырезанное кольцо из коржа. Бисквит пропитываем оставшимся сахарным сиропом от персиков. Также пропитываем бисквит, разрезанный на треугольники, но пропитываем только нижнюю часть треугольников. Сразу же пропитываем и вырезанную часть бисквита диаметром 19 см. Вокруг нижних коржей ставим кулинарное кольцо и зажимаем его по размеру бисквита. На корж выливаем крем с горкой. Крем не должен касаться кулинарного кольца. Если нужно, то добавляем еще крем. По бокам ставим подготовленные треугольники из бисквита. Придерживаем их руками, чтобы они не падали на крем. Когда большая часть треугольников будет стоять, в середину кладем бисквит диаметром 19 см. Выставляем оставшиеся треугольники из бисквита. Руками прижимаем центральный корж, чтобы он лег ровно на крем. Старайтесь не выдавливать крем до кулинарного кольца. Сверху на корж выкладываем горочкой весь крем, который остался. Аккуратно его расправляем ложкой. Сверху на середину выкладываем оставшиеся нарезанные персики. Треугольники из бисквита аккуратно прижимаем к крему. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа, а лучше дольше. Я поставила на целую ночь. Торт застыл, снимаем пленку и кулинарное кольцо. Торт переставляем на блюдо. Сверху по желанию торт посыпаем сахарной пудрой. Торт готов, можно подавать на стол. Торт Килиманджаро получился невероятно эффектным, ярким и оригинальным. Он обязательно произведет вау-эффект и подарит гостям приятные эмоции. Готовится такой торт несложно, главное немного терпения и аккуратности. Второй приготовим очень аппетитную салат-закуску из селедки. Готовится она легко и не требует много времени. Филе сельди разрезаем сначала вдоль пополам, а затем нарезаем тонкими полосками. Для блюда понадобится 1 соленая сельдь. Если брать уже готовое филе, то по весу оно составит примерно 250-300 грамм. Нарезанную селедку кладем в миску. Тонкими полосками нарезаем вяленые томаты. Нам понадобится 100 грамм. Подготовленные томаты добавляем в миску к сельди. Одну маленькую красную луковицу нарезаем тонкими полукольцами. Лук тоже высыпаем в миску. Готовим заправку. В мисочку наливаем 2-3 столовых ложки растительного масла. Добавляем 1 чайную ложку горчицы зернами, 1 чайную ложку бальзамического соуса. Его можно заменить 1 чайной ложкой 9% уксуса. Добавляем черный молотый перец. Все перемешиваем. Готовым соусом поливаем салат-закуску. Все перемешиваем. Блюдо готово, можно подавать его на стол.
Салат с закуской из сельди с вялеными томатами получилась очень вкусной и необычной. Помидоры и лук прекрасно сочетаются с соленой сельдью, а заправка придает особенный пикантный вкус. Готовится блюдо быстро и прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Третий приготовим красивую и эффектную закуску из яиц, которая украсит любой стол. Рецепт простой в исполнении, а все ингредиенты доступные и привычные. 10 вареных яиц кладем в миску. Нарезаем кубиками одну сырую свеклу среднего размера. Свеклу также кладем в миску к яйцам. Сюда же насыпаем 1 чайную ложку соли. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса или столового 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Перемешиваем и оставляем примерно на 1-2 часа. Чтобы яйца покрасились равномерно, периодически все нужно немного перемешивать. У меня яйца красились 2 часа. Крашеные яйца вынимаем из миски. Все яйца разрезаем вдоль пополам. Вынимаем желтки из яиц и кладем их в чашу измельчителя. Сюда же добавляем 1 соленый огурец небольшого размера. Нарезаем его кусочками. Кладем 2 столовых ложки сливочного или творожного сыра. Немного солим и перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 чайную ложку французской горчицы. Все измельчаем до однородной массы. Приготовленную начинку перекладываем в кулинарный мешок с насадкой звездочка. Белки яиц выкладываем на блюдо, на котором будем подавать закуску. Каждый белок заполняем приготовленной начинкой. Если мешка с насадкой нет, то белки можно заполнить чайной ложкой. Маленький соленый огурец разрезаем пополам, а затем нарезаем его полукружочками. Огурцом украшаем каждое яйцо. Сверху на начинку выкладываем немного французской горчицы зернами. Петрушку измельчаем ножом. Нарезанной петрушкой немного посыпаем яйца сверху. Блюдо готово, можно подавать на стол. Фаршированные яйца получились очень красивыми и необычными. Готовится максимально просто и быстро, главное дождаться, пока окрасятся. Такое блюдо уместно на любом праздничном столе. Четвертыми приготовим профитроли с крабовым муссом. Это отличная закуска, которая прекрасно подойдет для праздничного стола. В кастрюлю кладем 60 грамм сливочного масла. Наливаем 120 мл воды. Насыпаем 1 чайную ложку сахара и 1/3 чайной ложки соли. Все ставим на средний огонь. Когда смесь закипит, уменьшаем огонь до минимума. И сразу же насыпаем 90 грамм муки. Все постоянно перемешиваем. После того, как тесто соберется в комок и станет однородным, перемешиваем его еще 1 минуту и снимаем с огня. Тесто выкладываем в миску. Распределяем его по миске и оставляем остывать. В отдельную мисочку разбиваем 3 яйца. Взбиваем их вилкой. Тесто остыло, стало слегка теплое. Вливаем яйца в тесто. Вливаем примерно 1/3 часть. Все перемешиваем. Это можно делать лопаткой, как я, или миксером с спиральками. Когда тесто станет однородным, добавляем следующую порцию яиц.
Яйца добавляем постепенно и смотрим на консистенцию теста. Тесто должно медленно стекать с лопатки. Консистенция теста зависит от муки и от размера яиц, поэтому иногда приходится добавлять еще часть взбитого яйца. Я уже добавила 3 яйца, но тесто у меня еще слишком густое, оно держится на лопатке и не течет. Я разбиваю еще одно яйцо и взбиваю. Понемногу добавляю яйцо в тесто и смотрю на консистенцию. В итоге я добавила 3 целых яйца и третью часть четвертого яйца. Вот теперь тесто как нужно медленно стекает с лопатки. Готовое тесто перекладываем в кулинарный мешок с насадкой «Звездочка». Отсаживаем профитроли на противень, застеленный пергаментной бумагой. Между профитролями обязательно нужно оставлять свободное место. Если нет кулинарного мешка с насадкой, то тесто можно выложить небольшой горкой с помощью 2 ложек. Профитроли можно делать разного размера. Также это тесто подходит для приготовления заварных пирожен. Все ставим в духовку разогретую до 190 градусов. Запекаем примерно 30-35 минут. Профитроли готовы, даем им полностью остыть. Готовим начинку. На крупной терке трем 75 грамм сыра. Высыпаем его в чашу измельчителя. Сюда же нарезаем 200 грамм крабовых палочек. Также нарезаем произвольными кусочками 3 яйца. Кладем 2 столовых ложки майонеза. Все измельчаем в однородную массу. У меня все сразу не поместилось в чашу, я измельчала в 2 подхода. Готовую начинку перекладываем в кулинарный мешок с насадкой «Звездочка». С уже остывших профитролей срезаем верхушки, они нам не понадобятся. Все профитроли заполняем приготовленной начинкой. У меня получилось 24 профитроля с начинкой. Все красиво выставляем на блюдо. Сверху каждую закуску украшаем небольшим кусочком листового салата. Нарезаем черные маслины колечками. Выкладываем по 2 колечка на каждый профитроль. Закуска готова, можно подавать на стол. Закусочные профитроли с крабовым муссом получились очень вкусными и красивыми. Нежная начинка прекрасно сочетается с заварным тестом. Такое блюдо подходит для любого торжества и не только. Пятым приготовим очень красивый салат «Букет сирени». Салат вкусный и сытный и готовится совсем несложно. 500 грамм шампиньонов разрезаем пополам и нарезаем пластинками. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем грибы. Жарим их на большом огне. Когда испарится вся жидкость и шампиньоны немного поджарятся, солим их и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Снимаем с огня и оставляем остывать. Вареную куриную грудку нарезаем небольшими кубиками. Также мясо для салата можно пожарить или запечь в духовке. Четыре соленых огурца нарезаем сначала пластинками, а затем кубиками. Я использую маленькие огурцы. Если огурцы будут большие, то их количество нужно уменьшить. Морковь по-корейски нарезаем более мелкими кусочками, чтобы было удобно брать салат. Всего для салата понадобится 150 грамм морковки. Одну маленькую луковицу нарезаем кубиками. Я использую красный лук. В миску насыпаем нарезанное куриное филе, обжаренные грибы, морковь по-корейски, нарезанные огурцы и лук. Салат заправляем майонезом и перемешиваем. Готовый салат перекладываем на блюдо. Распределяем его и выравниваем ложкой.
Диаметр моей тарелки 21 см, а глубина 4 см. 5 вареных яиц разделяем на белок и желток. Белки трем отдельно на мелкой терке. Желтки тоже натираем на мелкой терке. Желтки полностью высыпаем на салат по центру. Распределяем их по кругу, не доходя до края тарелки около 1 см. По краю тарелки выкладываем тертые белки. Все остальные белки нам понадобятся для украшения. На салат кладем веточки петрушки, имитируя ветки сирени. Половину сырой свеклы трем на мелкой терке. Отжимаем ее, чтобы получить сок. Белок, который остался, разделяем на 2 одинаковые части. Одну часть оставляем белой, а во вторую наливаем примерно чайную ложку свекольного сока. Все перемешиваем. Через несколько минут свекла окрасится в красивый сиреневый цвет. Тертым белком украшаем салат, имитируя цветы сирени. В чайную ложечку набираем сначала неокрашенный белок и формируем из него аккуратную горочку. Выкладываем его на листья петрушки. Затем точно так же набираем окрашенный белок. И тоже выкладываем его на листья петрушки. Стараемся чередовать цветы из разного цвета. Салат готов, можно подавать на стол. Салат-букет сирени получился очень красивым и необычным. Готовится несложно и из самых простых продуктов. Такой салат под силу приготовить каждому. Шестыми приготовим оригинальные блинные мешочки с начинкой из мяса и грибов. Блюдо получается не только вкусным, но и очень красивым, поэтому отлично подойдет для праздничного стола. Сначала приготовим блины. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем миксером до легкой пены. Берем 750 мл теплого молока и наливаем в миску примерно 300 мл. Аккуратно перемешиваем на низких оборотах миксера или венчиком вручную, чтобы жидкое тесто не разбрызгивалось. Сюда же насыпаем 300 г муки. Сначала перемешиваем выключенным миксером, чтобы не пылилась мука. А затем включаем и перемешиваем тесто на маленькой скорости до однородности. Наливаем оставшиеся 450 мл теплого молока. Опять перемешиваем. Чтобы блины не прилипали к сковороде, наливаем примерно 2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. Тесто оставляем на столе отдохнуть на 15-20 минут. Тесто настоялось, жарим блины. Перед первым блином сковороду немного смазываем растительным маслом. Берем примерно половину половника теста и наливаем его на сковороду, распределяя по всей сковороде. Жарим блины на огне немного меньше среднего. Когда блин поджарится с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Так жарим все блины. Из этого количества теста у меня получилось 25 блинов на сковороде диаметром 24 см. Готовые блины для этого рецепта обязательно нужно накрыть, позже я расскажу для чего. Готовим начинку. 500 грамм шампиньонов нарезаем кубиками. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем нарезанные грибы. Жарим шампиньоны на большом огне. 1 луковицу нарезаем кубиками. Когда с грибов вся жидкость испарится, добавляем к ним нарезанный лук. Если нужно, то наливаем еще немного растительного масла. Обжариваем лук с грибами до золотистости. В конце приготовления грибы солим и перчим черным молотым перцем.
Одно куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Я взяла куриную грудку весом 300 грамм. На сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем нарезанное мясо. Обжариваем мясо на среднем огне до готовности и появления золотистых бочков. К готовому мясу добавляем уже приготовленные грибы. Наливаем примерно 100 мл сливок жирностью 10-15%. Перемешиваем. Проверяем на соль, и если нужно, то еще немного солим. Тушим все вместе под крышкой 2-3 минуты и снимаем с огня. Начинку оставляем остывать. Готовим мешочки из блинов. Кладем блин и складываем его пополам. Затем складываем концы с одной и с другой стороны. Поднимаем и выворачиваем верхнюю часть блина, формируя вот такой мешочек. Для того, чтобы блины не трескались при выворачивании, их нужно сразу же после приготовления накрыть сверху крышкой, чтобы края блинов стали мягкими, и подержать под крышкой примерно 15-20 минут, пока будете готовить начинку. Таким методом готовим все мешочки. Сами блины не стоит готовить большого диаметра, так мешочки получаются очень большими. У меня блины приготовлены на сковороде диаметром 24 см. Приготовленные мешочки заполняем начинкой из грибов и мяса. По желанию можно придумать другую начинку. Этого количества начинки мне хватило на 16 мешочков из блинов. Сыр сулугуни косичкой разделяем на тонкие полоски, которые удобно будет завязывать. Каждый мешочек связываем сырной полоской. Все мешочки переставляем в форму для выпечки. – 50 грамм сыра трем на мелкой терке. Каждый мешочек сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем 5 минут, чтобы расплавился сыр сверху. Готовые мешочки из блинов переставляем на блюдо. Украшаем зеленью, я украсила петрушкой. Закуска из блинов готова, подаем ее на стол в теплом виде. Блинные мешочки с начинкой из грибов и мяса получились очень оригинальными и вкусными. Готовятся из самых простых продуктов. Блины прекрасно сочетаются с мясом и грибами, а интересная подача делает это блюдо еще заманчивей. Седьмым приготовим простой салат с печенью и корейской морковью. Несложные и доступные ингредиенты делают этот салат очень вкусным и сытным. Примерно в 1 литр кипящей воды кладем лавровый лист и 3-4 горошины черного перца. Сюда же насыпаем пол столовой ложки соли. Перемешиваем. Кладем 300 грамм куриной печени. Предварительно ее нужно помыть и удалить пленочки. Когда вода закипит, варим печень примерно 8-10 минут. Готовую печень достаем из кастрюли и оставляем остывать. 1 красный лук нарезаем полукольцами. Нарезанный лук кладем в небольшую мисочку. К нему насыпаем 1 чайную ложку соли, 2 чайных ложки сахара и наливаем 1 столовую ложку яблочного или столового 9% уксуса. Все заливаем горячей водой. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Три вареных яйца трем на крупной терке.
80 грамм сыра тоже трем на терке. Уже остывшую печень точно так же трем на крупной терке. Печенку насыпаем на большое круглое блюдо. Диаметр моего блюда 25 сантиметров. Равномерно распределяем печень на блюде в форме круга. Сверху наносим сеточку из майонеза. Примерно 1 сантиметр не доходим до края. Выкладываем маринованный лук. Его тоже равномерно распределяем по слою из печени. Наносим сеточку из майонеза. Следующими выкладываем тертые яйца. Равномерно их распределяем. Немного солим. Наносим майонез. Следующим слоем кладем тертый сыр. На него тоже наносим майонез. Примерно 150 грамм морковки по-корейски нарезаем на более короткие кусочки, для того, чтобы ее было удобно брать. Морковь выкладываем сверху на салат. По желанию салат можно украсить зеленью. Я украсила петрушкой. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с печенью и морковью по-корейски получился очень аппетитным и сытным. Ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Блюдо отлично подойдет как для обычного ужина, так и для праздничного стола. Восьмыми приготовим куриные рулетики по-гавайски. Это оригинальное и очень вкусное блюдо, которое приятно удивит своей нежностью и приятным сочетанием вкусов. Куриное филе моем и разрезаем вдоль на две части. У меня 4 филе среднего размера общим весом 850 грамм. Каждое из них я разрезала на две части. Также отдельно я отрезала малое филе. Каждое филе отбиваем молотком для мяса с двух сторон. Мясо солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Равномерно посыпаем молотой сладкой паприкой. Мясо немного поливаем растительным маслом. Все приправы растираем руками. Филе складываем друг на друга и оставляем мариноваться на 15-20 минут. Можно оставить на дольше, только хранить нужно в холодильнике. 80 грамм сыра трем на крупной терке. В миску насыпаем примерно третью часть от банки консервированных ананасов. Добавляем тертый сыр. Заправляем майонезом и перемешиваем. Кладем подготовленное филе. На него выкладываем начинку из ананасов с сыром. Заворачиваем края и скручиваем в рулетик. Так готовим все филе. Затем каждый рулетик из филе заматываем в полоску бекона. Я использую свежий бекон, но также можно взять варено-копченый. С бекона обязательно нужно срезать шкурку, так будет удобнее его наматывать на филе. Всего мне понадобилось 200 грамм бекона. Все рулетики складываем в форму для выпечки. Из 4 филе у меня получилось 8 рулетиков, и еще 3 рулета я приготовила из малого филе. Так как у меня бекон свежий, я его еще немного солю. Сверху все смазываем томатным соусом или кетчупом.
Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 35-40 минут. Горячие рулетики выкладываем на тарелку. Блюдо готово, можно подавать на стол. Куриные рулетики по-гавайски с ананасом получились очень ароматными, сочными и оригинальными. Сочетание нежного куриного мяса и сладкого ананаса делает блюдо особенно интересным на вкус, а бекон во время запекания сохраняет мясо сочным и не дает ему пересохнуть. Девятым приготовим легкий и очень вкусный салат с пекинской капусты. Готовится он просто и быстро, буквально за 5 минут. Пекинскую капусту разрезаем пополам. Делаем 3 разреза вдоль и шинкуем капусту ножом. Всего для салата понадобится полкилограмма пекинской капусты. Капусту кладем в миску. Сюда же добавляем 1 банку консервированной кукурузы и кладем 1 банку вяленых томатов. Нарезаем пучок зеленого лука. Лук добавляем в миску к салату. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Заправляем салат майонезом и перемешиваем. Салат перекладываем в блюдо. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с пекинской капустой и вялеными томатами получился очень вкусным и гармоничным. Капуста придает ему свежесть и легкость, вяленые томаты добавляют приятную кислинку, а кукуруза делает блюдо более сытным. Готовится салат максимально просто и быстро, он прекрасно подходит к любому столу. 10-м будем готовить вкусный салат с тунцом и овощами. Рецепт очень простой, и готовится такой салат буквально за несколько минут. На большое плоское блюдо выкладываем салатный микс. Я его предварительно помыла. Большие салатные листья можно немного порвать руками. Сверху по салату рассыпаем половину зеленого горошка. Всего понадобится 1 банка консервированного горошка. 1 длинный огурец нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем режем брусочками. Половину нарезанного огурца выкладываем сверху на салат. Одно большое кисло-сладкое яблоко разрезаем на четвертинки. Вырезаем середину и снимаем кожуру. Яблоко нарезаем брусочками. Перекладываем его в тарелку. Поливаем 1 столовой ложкой яблочного уксуса или лимонным соком. Все перемешиваем. Нарезанное яблоко выкладываем сверху на салат. Выкладываем оставшийся зеленый горошек. Кладем вторую половину нарезанного огурца. Берем 1 банку консервированного тунца и немного разламываем большие кусочки вилкой. Тунец распределяем сверху по салату. Я использую тунец в масле. Одну банку черных маслин разрезаем пополам. Точно так же в хаотичном порядке выкладываем их на салат. Готовим соус для салата. В мисочку насыпаем пол чайной ложки соли. Добавляем черный молотый перец по вкусу. Кладем 1 чайную ложку французской горчицы зернами.
Наливаем 3-4 столовых ложки оливкового масла или любого другого растительного масла. И наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Все перемешиваем. Яблочный уксус можно заменить лимонным соком или столовым 9% уксусом. Приготовленной заправкой поливаем салат сверху. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с тунцом, овощами и зеленью получился красивым, свежим и вкусным. Готовится он просто и достаточно быстро. Такой салат можно смело подать как на праздник, так и приготовить для обычного семейного обеда.